Скоро моему летсплею исполнится 2 года. А все потому, что я решил в нем реализовать все свои идеи. И сегодня я закончил. Летсплей, если что, представляет из себя прохождение терки, где я пытаюсь полностью насладиться игрой и построить вообще все, что придет в голову. Фермы, постройки и так далее. А это сборник всех его серий. Плюс одна финальная, которая еще нигде не выходила. Там я, спойлер, убью Мунлорда. Ну и наконец-таки, как я долго мечтал это сказать, добро пожаловать на мой фильм «Потирали». Приветствую вас на своем идеальном или... Сори за резкую вставку. В первых 2 сериях или 3 будет так. За это дико извиняюсь, но дальше все исправится. Причем очень быстро. абсолютном прохождении Террарии, в котором я собираюсь реализовать все свои идеи, которые долго копились у меня в голове, и заполнить, к примеру, бестиарий на 100% или убить всех боссов за все классы. Думаю, челленджев наберется очень много, пока я буду его снимать. Ну, а вы можете писать в комментарии ваши идеи и советы. Я буду читать все. Заспавнился и сразу же принялся за добычу дерева, после чего застроил спавн слева и справа и пошел на запад в надежде найти пещеру, которую, кстати, сразу нашел. Спустился и нашел сундук, в котором ничего полезного не нашел. И в следующем тоже, и в следующем тоже. Дальше я просто пытался найти хоть что-то, найти сердца, собирал все, что мог, железо, олово, без разницы. Старался максимально залутаться. И это привело меня к грибному биому. А вы ведь понимаете, что это значит. Это либо гарантированное сердце, либо гарантированный сундук, как минимум 1. А бывает, что там несколько сердец, несколько сундуков. Так и произошло. Я сначала нашел 1 сердце, потом еще 1 и даже 3. Но спускаясь ниже, грибной биом закончился, и я нашел платину. Что означало, что золота в мире нет, а у нас платина. Нашел аметисты и нашел свой первый дом, в котором были когти альпиниста и 2 зелья шахтера. Не самое лучшее, что могло попасться, но могло быть и лучше. И когда я спускался чуть ниже, из-за того, что ловушка была рядом со статуей сундука, на меня напали 2 мимика. У каждого было по 1500 хп, но драться я с ними не собирался. Хотя проверить, что из них выпадет, хотелось. Но статую сундука я забрал, и проверить, что выпадет, я потом все равно смогу. Я нашел еще 1 сердце, которое находилось под водой, и сразу же использовал. Еще 1 сердце. И на стыке с пустыней я получил ачивку за выживание в первой ночи. Если что, я получаю ачивки из-за того, что это тематлодер. Ну, вы понимаете, шейдеры. Если что, никаких модов больше нет, только шейдеры. Дальше я нашел еще 1 сердце. И еще 1. Но когда я копался к грибному биому, на меня напал червяк. А я хотел изначально чисто пройти за 1 класс. Но раз абсолютное прохождение, то давайте за все классы. Я использовал зонд. А еще нашел платину, которая мне понадобится для шубы Флинкса, для посоха Флинкса и для кусочков платиновой брони по типу шлема и нагрудника. Ну, и в будущем она нужна, как например, ее руда для зелья шахтера. Закапывая мобов вот в такие коробочки, я пробирался все дальше и дальше, где нашел грибной биом на стыке с паучьим. Они были вместе. И в первом же сундуке я нашел паучий крюк, а там их еще 2. Чуть правее я нашел стилистку, к которой меня привела фея. Я даже не знал, что есть такая механика, что она приводит к нипу. Пока я добывал себе паутину для шелка, я заприметил домик слева, но сначала решил залутать вот эти 2 сундука паучьих, которые стояли рядом. В первом дроп был похож на первый, и в третьем тоже, так что смысла даже второй показывать нет. Нашел браслет регенерации и костюм, но ничего полезного больше там не было. Костюм я временно одел для экономии места в инвентаре, потом сниму. Нашел очередной домик, в котором ничего полезного, кроме жезла, не было, но зато я отбился от червяка. Нашел еще 1 кристалл жизни в Некатре и нашел огромную жилу платины. Насколько я понимаю, такие спавнятся только когда рядом детонатор, поэтому я сразу аккуратно его обезвредил и взорвал сам. Спускаясь за предпоследним кристаллом жизни, меня дамажнула мать слизни через стену. Да, и такое бывает. А дальше чуть загорелся и умер с 17 золотыми. Неприятно. Появившись на поверхности, я расставил сундуки и быстро закинул в них все ресурсы, чтобы освободить место в инвентаре. Использовав зелье рандомной телепортации, я появился в аду, и я сразу понял, что мне надо в джунгли. Как минимум потому, что они очень часто бывают видны на уровне ада, а по поверхности я туда просто не дойду. К моему счастью, я нашел дом.
Собирая по пути все, что можно, в том числе споры, жало и все подряд, я нашел в нем сапоги Гермеса, лучший акс на начальном этапе. Для тех, кто не шарит, он позволяет быстро бегать. Дальше я нашел последний кристалл жизни. Тэпнулся домой, раскидал ресурсы по сундукам и почистил инвентарь. Но перед этим я использовал зелье рандомной телепортации. И угадайте, куда я тэпнулся? Правильно, в зимний биом. Но теперь мы хотя бы знаем, что джунгли справа, а зимний биом слева. После я построил простенький домик в стиле Зиксмена, моей модификации. И пока в сундуках был хлам, я это более-менее раскинул. Это еще нельзя назвать сортировкой, но и нельзя назвать хаосом, так что пусть будет так. На следующее утро полетел на поиск Небесных островов, в которых мне нужно было найти пару аксессуаров. На первом острове я нашел шарик и изделие света, а также картину. На втором острове Звездную ярость. Залутал водяной сундук и попродавал все ненужное дома, а также одел все, что нужно. И снова полетел на поиск островов, на которых нашел счастливую подкову и третий небесный магнит. Чутка позже я нашел крылья птенца, которые мне и были нужны изначально. Залутал водяной сундук и нашел рыбака. После чего я незамедлительно начал фармить в джунглях. Во время фарма я выбил компас и биозар, что очень круто, но искать в 2-часовом видосе эти моменты — адская боль. Но зато потом я нашел звериные когти, чему был очень рад. Тут я уже начинаю копать туннель в пещеры зимнего биома для фарма флинксов, которые мне нужны для посоха флинксов и шубы флинксы. А еще, помимо них, я находил очень много сундуков, сердец и всего подобного, рубинов, изумрудов, всего подряд. Старался забирать максимум. Сейчас я, конечно, уже имею не слабую экипировку и готов на глаза к туху, но, напоминаю, это абсолютное прохождение. Так что до него надо сделать очень много. Начать я решил с того, что построю домонипом в всех биомах, потому что это как минимум пилоны, а как максимум быстрая телепортация в каждый биом. А я думаю, вы понимаете, насколько это большая экономия времени. А еще очень важная функция пилонов, так это подземный, потому что с помощью него можно постоянно тэпаться к шиммеру. Если что, биом шиммера тоже считается подземным, так что вы можете спокойно так делать. А если вы не знаете, что такое шиммер, то в будущем вы все поймете. И я вам кратко объясню, можно считать это мини-гайдом. Сейчас вы видите его на экране. Если что, он находится со стороны джунглей, там, где начинается пляж. Просто копайте вниз и находите его. Когда я строил в шиммере дом, я его заколхозил и сделал слишком низко, что в будущем исправил. Так что насчет этого можете не думать. А насчет чего надо думать, так это склад у меня дома, потому что у меня его тупо нет. Но сейчас я это все исправил и даже поставил пилоны. Но стоп, откуда ты взял столько железа на огромное количество сундуков? Купил наковальню у торговца и кинул в шиммер. И да, вы все правильно поняли. Он имеет свойство раскрафчивать предметы. Но и даунгрейдить, но это слитки. И самоцветы тоже. А если говорить проще, то они просто станут хуже, и делать я вам этого крайне не советую. И да, я кинул торговца и подрывника в шиммер, потому что я так захотел. И они поменяли свой скин. Кстати, о будущем. Начался дождь из слизней, и я не стал терять возможность бесплатно убить слизняка. Пофармил слизней, и спустя где-то 400, если не 500 геля, он наконец-то заспавнился. Но боссфайт с ним оставляет желать лучшего, так что проблем с ним не возникло. И я убил его даже без подготовки, можно считать. Ну, я выпил зелье для приличия. И угадайте, чем он меня порадовал. Маунтом с первого мешка. Такого я точно не ожидал. Когда все время приходится фармить его по 10 раз. Тут я уже начал отделять багрянцы от всего мира вот такими вот туннелями до ада. Но динамита у меня не хватило даже, чтобы до середины мира довести этот туннель. Так что надо думать, где брать деньги. Ну и я построил ферму алмазных деревьев чуть левее шиммера, что мне очень поможет в будущем. Кстати, благодаря этой ферме я уже закончил свой туннель до ада. Первый туннель до ада. Сходил в багрянец и взорвал одно сердце, чтобы ко мне могли прийти гоблины. Оттуда мне выпал гробовщик, что означает, что ко мне скоро придет оружейник. Кстати, вокруг своей базы я выровнял поверхность. И вам, наверное, интересно, что это за самоцветы летающие. Все просто. Из-за дома Нипа тут спавнится очень много самоцветных мобов, которые падают в шиммер, становятся самоцветами. Ну и еще, стоя здесь 10 минут АФК, я получил очень немало самоцветов. Так что это вполне можно назвать АФК-фермой.
И внезапно я узнал новую механику. Если посохом Флинкса или вообще любым посохом призывателя тыкать по мобам правой кнопкой мыши, то им можно указать, кого бить, как хлыстом. Я офигел. Построил дом в грибном биоме, куда сразу же поставил пилон. А еще я фармил кровавую луну, но мне не везло, и я выбил копилку, когда она уже закончилась. А еще отправился в пустыню, где нашел очень много эксклюзивов, которые в других биомах не найти. Кстати, я нашел оружку, которую вижу в первый раз, но сейчас она мне не нужна. Но что нужное мне я нашел, дальше я спойлерить не буду, так что посмотрите короткую нарезочку. Вынужден сказать, что дальше копаться в пустыне мне просто не было смысла, потому что я нашел все предметы, которые мне были нужны. А еще, смотрите, какую штучку прикольную я сделал. Она как бы фон Шиммера делает. А знаете, чего я больше всего не ожидал увидеть, пока я фармил алмазы рядом с домом Нипов? Гоблина-инженера! Но ты же не отбивал гоблинов. Отбивал. Просто почему-то я не додумался включить запись. И, по-моему, я кое-что не закончил. Вспомнил, что я хотел. Снести огромную гору в Багрянце, через которую постоянно приходится проходить. Готово. Как будто здесь ничего и никогда не было. Так что выровню тут поверхность и буду спать спокойно. Так как пришел гоблин, я решил сделать себе молниеносные ботинки, а для этого нужен браслет ветра, который я потерял, который уже нафармил. Как и коньки. Правда, спустя 1,5 часа, но нашел. А иглет у меня был, поэтому я сразу сделал искрометные морозные ботинки. И единственное, чего мне не хватает для сероботинок, это сапоги лавоходы. Если с обсидиановой розой и ботинками хождения по воде все просто, то вот амулет лавы придется фармить долго. Но для этого и есть у нас шиммер, благодаря которому можно кинуть камень магмы и получить тот же амулет лавы. А камень магмы выпадает не часто, но с адских летучих мышей, которые убиваются просто. Так что это наш вариант. Но заниматься с текущей экипировкой таким делом я и не собирался. А вот что я собирался сделать, так это выбить последний лут со слизня, который я не выбил. И это был трофей, который мне почему-то не выпадал даже спустя 8 слизней. Спойлер, спустя 9 слизней я его все-таки выбил. И попродавал все с этих мешков. Перековал свой хлыст на лучший его модификатор, то есть легендарный. И выполнил первый квест рыбака. Но ничего полезного я с него не получил. Пока был в аду, случайно выбил демоническую косу на мага, но я даже не понял, когда ее выбил. Еще один квест рыбака, с которого ничего полезного не получил. И в этот момент мне в голову пришла идея, что если не убивать мозга Ктулху, а покоцать для фрагментов, которые нужны мне для кирки и брони. Я понимаю, что это ломает прогресс, но пользоваться мы этим не будем. В общем, объясню все потом. А пока я построил арену на мозга и решил призвать его и покоцать. Прошло все успешно, и я сразу же получил столько фрагментов, сколько мне нужно. Даже больше. Все ингредиенты у меня были, но скрафтить я почему-то не мог. Я уже подумал то, что игрой все предусмотрено, но оказалось то, что просто нужна адская печь, которую я успешно забрал в аду, тэпнулся домой и все скрафтил. Но делалось это все не для того, чтобы прокачать персонажа, а для того, чтобы отделить багрянец по горизонтали, а по вертикали и динамитом я уже все сделал. Так что вот, оценивайте результат. Первый багрянец я полностью отделил от мира. А теперь представьте, насколько долго бы это делалось платиновой киркой. Кстати, еще один багрянец я тоже отделил, но там возникла проблема в качестве данжа скелетрона. И я просто не могу его сейчас пробурить, потому что на меня выскочит ваншотающий страж данжа. И, как вы понимаете, на этом этапе игры я просто не могу пробурить это место. Стоп, только не говори, что ты собираешься жить в этом маленьком домике в идеальном прохождении террарии. Да нет, знаешь, не собирался что-то, так что оценивайте новую базу. Любовался я своим туннелем чуть левее дома, и тут мне приходит в голову идея. Я хочу себе гольф-кар до хардмода. И я начал делать дорогу до ада не для себя, а для гольф-шарика. Кстати, я уже надеялся, что получил 2000 очков, но... И я без сожаления гольфисту сразу же принялся удлинять ее. Кстати, я подумал, что удлинил ее достаточно, но оказалось, что я жестко, несанкционированно обосрался. Потому что сделал от космоса до поверхности, и этого не хватило. И я сразу же начал бурить еще ниже.
Докопавшись до ада, мне начала мешать лава, но я решил это поворотами. Поставив лунку чуть выше лавы в аду, я собой гордился. И как только я начал подниматься вверх со своей наградой в виде гольфкара, я со всех сил ударил клюшкой, чтобы он полетел куда нужно. И он бился, падал, смешно кувыркался и попал в лунку. И вот я бегу за своей наградой гольфисту и... Ну я и зашел в браузер, чтобы найти информацию. Я надеялся, что легко получу эти ключи, но оказалось, что все вообще непросто и нужно набить 2000 очков. Но я человек серьезный, у меня 1000 часов в террарии, и поэтому я могу спокойно брать всякие формулы с вики. Кстати, вот одна из них, и по ней можно спокойно рассчитать, что шарику надо пролететь примерно, 1 миллион километров, знаете, немало, прям, знаете, далеко, короче, так называемое срочно немало. Ну и когда мяч наконец-то упал в лунку, быстро побежал к торговцу, у которого увидел серебряный кубок и незамедлительно. Открыл 3-й глаз, я хз, что еще делать в такой ситуации вообще. Максимально удлинил количество блоков рядом с садом, чтобы мяч прилетал побольше в надежде, что это поможет. И угадайте что? Это помогло, и у него действительно появился золотой кубок. Но вы меня, наверное, хотите спросить, а где маунт? А маунта можно получить только после убийства скелетрона, а я... еще не планирую его убивать. Так что, как только убью, он сразу у меня появится, и я буду жестко кайфовать. Спасибо за просмотр, и переходите на первую часть моего летсплея, в котором я планирую реализовать все свои идеи, постройки и фермы. Всем удачи! Что вы знаете о заражении в террарии? То, что багрянец лучше порчи? Или то, что мозг Ктулху чуть-чуть сложнее, чем пожиратель? Но главная особенность заражения в том, что оно заражает блоки и стены вокруг себя. То есть, если рядом с багрянцем есть не зараженный биом, то он со временем тоже заражается. Но если нужный нам биом отгородить туннелями до ада и убрать все стены, которые могут передать заражение, то он и не заразится. Но как быстрее всего отделить нужную тебе территорию от багрянца? Уверен, почти любой из вас скажет, просто копать. Да, но я уверен, что многие из вас предпочтут просто взрывать динамитом, тем самым даже не убирая вручную стены фона. А так как я хочу отделить 2 багрянца от всего мира, это огромная экономия времени. Только вот незадача. Я сделал это еще в позапрошлой серии. Даже 2 багрянца отделил. Но для чего тогда я это все рассказывал? Для того, чтобы сказать вам, что я собираюсь отделить все биомы на поверхности друг от друга, чтобы они были полностью защищены. Так еще и по горизонтали их тоже отделить от всего мира. Только знаете, в чем сейчас прикол? С момента последней озвучки, то есть 2 недели назад, я все это время делал свою идею в мире. И сейчас я готов предоставить вам результат моей работы. А еще я убил бога факелов. Тут я пока еще не могу отделить из-за данжа скелетрона. Тут я полностью отделил ледяной биом, полностью до самого ада. И по горизонтали тоже. Вот таким туннелем. Тут все стены убраны и расставлены факела. Как и здесь, забыл сказать. Полностью отделен. А еще я полностью его сравнял, убрав все горы и всякие ненужные вещи. И расставил бафы в качестве подсолнуха, костра сверху, чтобы не видеть их. Спуск вот этот я, скорее всего, закрою и сделаю другой, более красивый. И тут также все отделено. То есть, чтобы вы видели. Остров, на котором нахожусь я, тоже полностью отделен, а еще это идеальный квадрат. Тут везде я рассадил деревья, тоже могли заметить. Пустыня, я тоже все отделил, и даже вот очень долго ее лутал, между прочим. И, наконец, джунгли. Это ушло на вот это как раз, чтобы отделить джунгли, ушло больше всего времени, потому что это самый длинный биом в этом мире, и я его отделил. Отделил я и океан, чтобы не заразил его тупой багрянец. А еще я хотел его отделить до самого ада, но шиммер меня здесь напрягает, я не хочу испортить все. И это все сделалось за 2 недели. Вы можете себе представить, насколько это долго и тяжело. Но я полностью рад результату. Мне кажется, оно того стоило. А также, спустя 43 часа на персонажа, я все-таки убил глаза Ктулху. А после него и мозг, что было очень просто. А еще вы, наверное, заметили алхимический стол. Вот как я его получил. Кстати, выглядит стрёмно. А еще я построил себе место, где буду крафтить вещи, для которых нужно кладбище. Во-первых, спасибо за приятные комментарии. Во-вторых, спасибо большое за актив, там почти 40 просмотров, на относительно новом канале, в сфере, в которой я вообще зеленый. А еще, по секрету скажу, все комментарии, которые будут под следующим роликом, я добавлю в видео. Ролик, к сожалению, вышел коротким из-за маленького количества материала, а также силы времени, потому что я очень устал делать этот проект. Прошу вас поставить свой лайк за 2-недельную работу. И чуть не забыл про треки из видоса. Их название вы можете найти в комментариях, если вам так удобней. И все, переходите на прошлые серии, на full плейлист с прохождением. И всем удачи, всем спасибо за просмотр. Все, пока.
что вы знаете о мобах с 30 тысячами хп до хардмода с 10 тысячами брони? Кстати, напомню, я играю на мастере. И если кто не знал, то страж данжа ваншотает. Значит, план на сервере таков. Убиваем хранителя данжа, спасаем механика и реализуем все идеи, которые долго копились в голове. А начать я решил с того, что сделаю все возможное в дохардмоде, чтобы упростить себе жизнь на потом. А одной из таких вещей является арена для Плантеры, временную версию которой я сейчас благополучно сделал. Более простым языком, это просто прямоугольник, в котором можно будет легко сражаться с хардмодным боссом. А еще начал постройку простенькой фермы наживки. Чуть позже я объясню, как она работает. И, наконец, подготовка к убийству стража данжа. Убивать я буду его вот таким способом. Нужно быстренько запрыгнуть в данж, потом выскочить и сразу же запрыгнуть на хойк. И вы даже не представляете, что со мной произошло. Когда я уже забайтил хранителя данжа, я запрыгнул на хойк и забыл закрыть дырочку под моей кроватью, где я спавнился. И спустя ровно 2,5 часа, когда у него осталось мало хп, меня убивает слизень. Блять. Ты чё, ебл... Спустя 4 часа после того, как я его убил, я наконец-то наслаждался своим великолепным питомцем, ради которого это все и делалось. За квест у рыбака получил офигеннейший маунт, убил легчайшего скелетрона и пошел полностью залутывать данж, а также закрывать все возможные ловушки, которые я только встречу. Нашел водяной выстрел, спас механика, нашел теневой ключ и водный скипетр, нашел йошку и солнечную вспышку вне кадра. Еще я выбил Назар и костяной жезл, а также нашел волшебную ракету и одно из самых важных — кобальтовый щит, а также Мурасаму. А еще вот этот пистолет для стрелка. В общем, полностью открыл данж скелетрона, а также закрыл все ловушки. Кстати, о планах после нахождения механика. Я планировал сделать вот такую мини-комнату с телепортами во все нужные мне точки, а также во все места для рыбалки, но чуть позже. А сейчас я сделал телепорт в данж скелетрона, где находятся 3 комнаты в 3 разных биома, в котором в хардмоде в каждом будут спавниться свои мобы, в зависимости от мини-биома. Сейчас вы увидите на экране, какие мобы и в каком биоме будут спавниться. И если вам интересно, как это работает, вы легко можете найти информацию в интернете. А объяснять это будет долго. И еще, ребят, ферма наживки оказалась очень плохой, и строить ее не советую. Так что мне объяснять, как она работает, просто нет смысла. Я начал очищать огромную территорию под землей, чтобы построить моб-ферму, которая мне будет помогать весь хардмод. Кстати, территория оказалась не такой огромной в конечном итоге. Но я ни о чем не жалею, потому что на этой ферме я буду афкашить все время, пока буду монтировать этот ролик. Благо материал я заснял заранее. И в конце ролика я вам покажу, сколько мне удалось нафармить с этой великолепной фермы. Если кто не знает, на каком принципе работают моб-фермы, сейчас я все объясню. У нас есть левая часть и правая, где слева находится багрянец, а справа зимний биом, для того, чтобы фармить одновременно и тех мобов. Как только мы перейдем в хардмод и выфармим все нужные нам вещи, мы сразу вместо багрянца сделаем святой биом. И ледяной тоже заменим на святой, чтобы сразу выфармить и жезл раздора, что в начале хардмода просто великолепно. Снизу у нас находится джунглевый биом, для того, чтобы повысить количество мобов, которые будут спавниться. Если кто не знает, он увеличивает спавн рейт. Это, конечно, моя личная хотелка, но все же вы можете добавить дротики внутри, которые здесь выстреливают, статуя, чтобы работала и в ней спавнились скелеты, дротики для мимиков, которые будут спавниться в хардмоде. Слева и справа стоят вот тут дротики, которые запускают стрелы и агрят на вас мимиков. Валуны. Валуны, которые падают со статуй прямо с неба. Вот тут стоят 4 статуи валуна, которые подключены по вот такому красному проводу, как раз таки к этой кнопочке, как и другие провода, подключены к своим механизмам. Синяя свеча, она находится в данже скелетрона, и она нужна для того, чтобы тоже повышать спавн рейт. Думаю, вы понимаете, зачем увеличен спавн рейт на моб-ферме. Вы, конечно, можете не делать эти добавки, но, как по мне, так намного эффективней. Вчера, 10 октября, наступил Хэллоуин по террарии. Значит, с мобов могут падать мешочки, из которых падают костюмы, крюки и питомцы. В общем, все что угодно. Только по тематике Хэллоуина. Если вы никогда не играли в террарию во время Хэллоуина, то я вам очень советую, потому что до 21 октября осталось очень мало, ребят. И советую каждому попробовать повыбивать эти мешочки. Хочу сразу поздравить всех с наступающим Хэллоуином и сказать, что мое первое прохождение было как раз на Хэллоуин. И это до сих пор у меня в сердце.
А также, как и обещал, покажу все, что я смог выфармить в АФК, пока монтировал данный видеоролик. 384 мешка со сладостями, почти 2 стака геля, больше 5000 позвонков и очень много мехов-линксов. А также почти 30 платины, так что я всем очень доволен. Также я построил вот такую фармилку цветов и телепортов ко всем биомам рыбалки. Я планирую, что тут у меня будет специальное место для крафта зелий и выполнения квестов рыбака. Но тут еще не все катки цветов, так как нужно убить определенных боссов для того, чтобы они появились у дриады. И спустя 200 мешков, когда я уже выбил все костюмы, выбил питомца, выбил все картины, кроме одной, по-моему, и мне не выпадал крюк, и мне он наконец-то выпал. Вы не представляете, как я был рад. Алмазный подлиннее его, короче, на 3 блока, а по скорости так еще и медленней. А крюк летучей мыши вообще самый быстрый в игре по скорости из обычных крюков. Поэтому я за ним так и охотился. Спасибо за просмотр, я надеюсь, у вас все хорошо. Спасибо за приятный комментарий. Смотрите прошлые части идеального летсплея по террарии. Всем спасибо за просмотр и всем удачи. Что такое рыбалка в террарии? Какое-то монотонное, скучное занятие? Не, чел, ты сильно ошибаешься, потому что, во-первых, это офигенный дроп с ящиков, во-вторых, куча квестов рыбака с крутыми наградами в виде аксов, которые еще усиляют твою силу наживки, и в-третьих, 19 биомов для рыбалки, что для меня самое важное. Чуть позже все поймешь. Во-первых, кто такой этот ваш рыбак? Найти его можно в океане спящим, и продавать он ничего не будет. Он будет давать вам квесты на странных рыб, за поимку которых вы получаете награды. А теперь я расскажу про те самые имбовые ящики. Это вид предметов, которые можно выловить при рыбалке. Они очень редкие, но в них могут быть руты, свитки, зелья, аксессуары. Все самое нужное. Поэтому они так ценятся. А при чем здесь 19 биомов? А при том, что в каждом биоме разный дроп, а я хочу выловить все, что возможно, и получать весь возможный дроп. Поэтому я и собираюсь делать места для рыбалки в 19 биомах. Нужно около 15 тысяч проводов, что равно примерно 30 платинам. Потом 38 телепортов, так как 19 нужно еще 19. И сделать водоем во всех биомах на 300 плюс блоков, чтобы не вылавливать мусор. 30 платин я нафармил на своем ферме за ночь, просто встал в АФК и все. А когда я доделал эти очень длинные дороги из проводов нужным мне механизмом, часов на персонажа стало просто колоссальное количество. Но я был очень рад результату. Ко всем подземным водоемам телепорты я уже сделал, а к остальным их делать нет смысла, так как там стоят пилоны рядом с домами, под которыми я уже сделал водоемы. А теперь моя цель — получить сет рыбака, все аксессуары для рыбалки, а также бездонные ведра и губки. И спустя 3 часа отхождения и подхождения к компу я решил, что нужно делать ролик дальше, а не выполнять квесты. Сделал новый дом для рыбака и всех нипов, которые живут возле океана. Сделал туннель под джунглями для фарма наживок. И приступил к массовой рыбалке во всех биомах и выполнению квестов. А теперь, пока выполняю квесты, мне надо было все-таки решить проблему с наживкой. И поэтому прямо под огромной фермой плантеры, которую я построил, я решил сделать огромную ферму наживки. Она пока не очень большая, но в будущем, если мне нужно будет, я ее расширю. Кстати, спасибо ему, что напомнил. А еще пишите комментарии, потому что они все попадут в ролик. Дальше я с легкостью разнес пчелу просто в щепки, до этого убив ее нормально. Но после того, как я пофармил ее раз так 20 и накрафтив всяких вещей пчелонат, я отправился к рыбаку, чтобы отдать рыбу за квест, и он дал мне... После такого триумфа мне сразу же повезло на поплывок, и я апнул его до вот такого радужного состояния. Поставил новые катки и рассадил в них цветы. А еще я сделал вот такую простенькую дорогу из рельс на весь мир, которая составляет 25 800 блоков. Получил сережку рыбака, а также рыболовные снасти. И на прочную леску сразу повезло, сам в шоке. Начал строить дорогу в аду и выбил каскад. Еще обсидиановую розу выбил, но сам не понял как. Получил погодное радио, и знаете, что это значит? Что я собрал все аксы для телефона и фулл пак рыбака. Наконец-то. Крафчу технологию гоблинов, GPS и React 3000. И из них крафчу КПК. А из него, из зеркала уже мобильный телефон. Получил золотой сачок, на который шанс не меньше, чем на золотую удочку. И случайно выбил камни магмы. Ну, точнее, как я. Мои питомцы. Кинул камень магмы в шиммер и получил амулет лавы. И спустя кучу лет, наконец-то, скрафтил терработинки. Сделал очень длинную арену для стенки плоти. Длиной во весь мир. Закончил ферму грибов, которая за раз дает 1000 светящихся грибов. И повылавливал в аду всяких приколов. Есть, почти сразу. А еще скрафтил лавовый чемоданчик рыбака и ракушка-фон. А, и это для тех, кто не знает, как крафтятся терработинки, ракушка-фон и лавовый чемоданчик рыбака. Думаю, объяснять не надо, что это капец как долго, и вы сами все понимаете. А вот что я хочу знать, это как вам удалось столько набрать и столько наподписываться. Вы как нашли вообще мой канал? Он почти нулевой был. Большое спасибо.
И еще хочу сказать, что я вижу все ваши комментарии, просто не могу вставить в ролик их все. Треки из видоса, как обычно, в описании, под тайм-кодами и чуть выше хэштегов. Если понравился видос, то можешь посмотреть прошлые части по вот этой подсказочке на плейлист. А еще вы можете со мной связаться по моему дискорду и пишите ваши идеи и советы в комментарии, я читаю все. Есть в террарии такая штука, как классы, и для каждого существует особая амуниция, которая качается от именно этого класса. И я, будучи призывателем последние 400 часов, просто не могу пропустить это мимо глаз. И поэтому я убью всех дохардмодных боссов, используя амуницию только определенного класса. И скажу, кто где силен, а кто где слаб. Воин. Глаз Ктулху и Король Слизней. Два легчайших начальных босса, которых можно убить очень легко. Поэтому рассказывать я про них не буду, как и на других классах. Но про кого стоит рассказать, так это мозг Ктулху. На него я советую взять Звездную Ярость и Кровавого Мясоруба, так как Тримеранг полная дерьмо. А из аксов обязательно Звериные Когти, желательно Крылья Птенца и Двойной Прыжок. Еще любые ботинки и остальное по вашему усмотрению. А так проблем быть не должно. Можно еще бафнуться, но по вашему желанию. На Скелетрона берите Литой Сет, Щит Ктулху, Мозг и обязательно Звериные Когти. Если вы не на мастере, уберите Крылья Птенца и возьмите дабл-прыжок вместо связки шариков. Вместо терработинок можете взять обычные ботинки, не принципиально. Из оружия советую взять Звездную Ярость. Просто стреляйте звездой по рукам и не подходите вблизь. Все, про тактику сказать больше нечего. Пчела. То же самое, только добавьте грань ночи. Но не одевайте багряную броню. Я не знаю, почему я ее одел, но раз у меня в ней получилось ее убить, у вас точно не должно возникнуть проблем. Циклоп Олень. Не обязательно босс, но лут с него прикольный. Стоит того, чтобы убить. Убивается в зимнем биоме, не обязательно ночь. Убиваем в той же снаряге, что и пчелу, и получаем Честера из Don't Starve. В общем, на боссах чувствовать себя хорошо, и для обычных работяг после завода самое то. А теперь Стрелок, который по ощущениям самый легкий класс до хардмода. Только если не считать призывателя. А если вы не согласны или хотите что-то добавить, то можете просто написать об этом прямо в моем дискорд-сервере. Там я общаюсь с подписчиками. Ископаемая броня, а аксы те же самые. Только добавьте акулье ожерелье. Из оружий обрез и мини-акула. И любой лук. Желательно со стрелами Джестера, так как в первой фазе нужно будет убивать очень много глаз. А Скелетрон вообще сносится за 1,5 минуты. Не очень понятно, про что тут говорить. Снаряжение, если что, то же самое. Просто скрафьте звездную пушку. Делаете некроманскую броню, берете мозги запутанности, адский лук, и вы готовы на пчелу. И желательно арену сделать, но если вам лень, забейте. Может получиться не с первой попытки, но рано или поздно вы ее убьете. А бедный циклоп олень вообще от пчелиного лука на кусочки разлетается, вы смотрите на урон в секунду. А вот за мага не все так радужно. Чтобы убить мозга, придется приложить усилия, но возможно только мне. У меня с ним возникли проблемы, и убил я его с 3-й попытки. Так что к нему стоит подготовиться. Советую найти в подземной пустыне пульт управления грозой и скрафтить хотя бы рубиновый посох, как я. А теперь крафтим джунглевый сет, добываем вот такие аксессуары, и мы готовы на мозг Ктулху. В первой фазе используем алмазный или рубиновый посох, а во второй уже пульт управления грозой. Так им можно нанести больше урона за более короткий срок. А теперь циклоп олень, которого я снес водяным скипетром, который, как по мне, считается самым лучшим оружием до хардмода на мага. Субъективно, это не факт, просто оно мне нравится больше всего. Вы можете использовать что хотите. А теперь, когда я рассказал про убийство боссов за все классы, наконец-то можно рассказать, что я построил и что я сделал. А построил я туннель для слива океана, так как мне не нравится, как он выглядит, и я хочу это исправить. Тем более, я хочу кое-что там сделать. Место, где будут храниться аксессуары, броня и оружие на каждый класс. Чтобы мне было удобно их складировать и брать, если я захочу резко поменять класс. Получилось у меня так, понимаю, колхозно, но это все исправится. А теперь заново набираем океан водой и получаем вот такой прикольный вид. Выловил передовые боевые техники, и теперь у всех NPC увеличивает защита навсегда. Равняю пустыню, делаю терраформинг, и наконец-то можно приступить к постройке дома, который вышел у меня вот таким. Оцените от 1 до 10 в комментариях. Отделяю левый океан, чтобы его не заразил багрянец, и из-за чего-то у меня сбрасывается карта. Но я не отчаиваюсь и крафчу набор архитектора, после которого делаю лайн созидания. Вот, кстати, ее крафт. Делаю багрянец чуть повыше и улучшаю в нем ландшафт. Начинаю равнять джунгли, где-то строю мосты, где-то домик, и получается вот такой результат. Строю в зимнем биоме, как по мне, просто великолепный дом. Тоже можете оценить в комментариях. Захожу в данж голема с помощью хойка, ставим 3 платформы и нажимаем по ним 1 раз. Зажимаем кнопку вниз и идем влево. Сделал телепорт к данжу голема, но пользоваться я этим часто не буду, поэтому телепорт не из дома. А еще все, что я налутал, я закинул в сундук и не буду сейчас это использовать. Переобулся в мага, так
Призыватель мне уже просто надоел. Снес свою прошлую ферму нашествия рядом с домом и начал строить новую на правой части мира, где есть свободное место. Вот так она выглядит, и я увидел это у GG Game. Сделал к ней телепорт прямо из дома, чтобы в любой момент мог туда тэпнуться, даже когда началось нашествие. И таймер на 1/4 секунды, при активации которого используются все ловушки одновременно. И малейшего шанса он мобом не оставит. Тут будет еще верхний ярус для битв с мини-боссами нашествий, но я в доход-моде, и пока мне это не нужно. А теперь мини-гайд, как сделать ферму пауков. Расчищаем под землей территорию 200 по горизонтали и 100 по вертикали. И желательно точно по центру поставить 3 блока. Если не по центру, то не страшно, но желательно в центре. Дальше отступаем от наших 3 блоков вниз ровно 35 блоков и строим там вот такую конструкцию. В идеале с двух сторон должно получиться по 15 таких отделений по 3 блока для телепортов. Но если где-то меньше, то не страшно, просто меньше пауков будет. Дальше под конструкцией разливаем лаву и делаем вот такой небольшой джунглевый биом для увеличения спаунрейта. Ставим 8 могилок для увеличения спаунрейта, должен еще вот такой туман появиться. И расставляем телепорты в эти дырочки, они если что покупаются у механика. Крафтим паучьи стены из нитей в биоме кладбища и закидываем их в шиммер. Теперь на них могут спавниться пауки. Соединяем телепорты слева и телепорты справа отдельно друг от друга и подключаем к телепорту, который сверху, тоже отдельно, чтобы они не соприкасались. Это важно. Покупаем красные нажимные плиты у механика и ставим их на места, где провода вот так поднимаются вверх. Ставим зараженные паучьи стены чуть выше телепортов и делаем вот такую комнатку. Можно без правого телепорта, который я поставил, он чисто для того, чтобы я сюда телепортировался. Подключаем провода к телепорту вот так, и ферма уже должна начать свою работу. Берете посох призыва любого миньона и просто стоите АФК. Должно получиться примерно вот так. За то время, пока я монтировал часть, где объясняю, как она работает, вот столько мне удалось нафармить. Ферму, кстати, я подглядел у Мистерио, но скоро у него выйдет ролик с моим участием, так что вот подсказочка, если он уже вышел. Только сейчас вспомнил, что надо рассказать еще и про ферму наживки, но тут рассказывать нечего. Просто нажимаете на рычаг, и все блоки с помощью активаторов убираются. И все падает вниз. А пока я перестраивал свою прошлую моб-ферму, случайно нашел посох слизня. С чего я знатно так офигел. Потому что раньше никогда его не выбивал. Так еще и не со статуей. Кстати, деньги и еда у меня теперь бесконечные, потому что я всего одну ночь поставил в АФК на своей ферме пауков. Так как с самого начала игры я копил питомцев, вот такая коллекция у меня получилась. На правом краю мира над океаном сделал вот такую фармилку освещенного биома. А когда я перейду в хардмод, я просто заражу блоки камня освещением. И сразу смогу фармить освещенный биом, даже без вещей. А еще я наконец-то поперемещал телепорты, поменял стены, сделал все как мне нравится. Слева фермы и места, куда мне нужно телепортироваться, а справа места для рыбалки. Убил короля слизней посохом слизни, не используя хлыстов. Если что, вы свои идеи и челленджи можете писать в комментарии, я все читаю. Спасибо Бобру за его материальную поддержку, и Мужичку тоже большое спасибо. Прикол в том, что из-за последнего моего ролика на меня подписалось, считай, 1500, потому что до этого актива большого не было. Так, еще и кучу лайков на этот видос поставили, спасибо большое вам. Даже Молтер с Мистерио комменты оставили. А если ты до сюда досмотрел, то спасибо тебе тоже, и ставь лайк, и удачи тебе, и всего хорошего. А знали ли вы, что в террарии, используя только один сундук, можно фармить стражей данжа? Я вот пока не начал изучать философский камень. Это, кстати, баг, с помощью которого можно получить любой предмет в террарии. Там, кстати, целая таблица есть, где я и нашел этот сундук. Кстати, напоминаю, если вы забыли, это идеальный летсплей, в котором я прямо сейчас занимаюсь трофейным залом. Ну или занимался, неважно. Есть несколько этажей с комнатами. В них находится босс, его лут и его трофей. Оформил красивые стеночки и вот такие аквариумы с мобами поставил. Ну, а вдруг когда-нибудь мне что-то захочется там сделать, поколлекционировать, на всякий случай оставил. Плюс сделал место, куда поставил все картины, поскольку 2 сундука полных картинами на базе — это бред. Сделал арену для почти бесполезной армии древних, из которой нам нужен только трофей темного мага, который падает только в дохардмоде. И вот так земляными бомбами аккуратненько разравниваю территорию. Они, кстати, имба, для тех, кто не знает. Выбил Гладиус из скелета, прикольный мечик, про который не все знают, и соорудил вот такой телепорт от Шиммера прямо к моей мастерской на кладбище, потому что некоторые крафты доступны только там. Изменил положение телепортов на базе и поставил зал трофеев чуть-чуть поближе, потому что я постоянно буду туда тэпаться. И вы просто посмотрите, насколько это далеко. А это ведь не один телепорт. Я целую серию им посвятил. Подсказочка справа сверху. И вы только посмотрите, насколько круто. И я заколхозил телепорт к скелетрону от океана. Я просто использую ракушку и тэпаюсь прямо на телепорт, от которого прямо к скелетрону. Сделал я это для одной цели, чтобы удобно тэпаться к скелетрону. Но вот в чем проблема. Убивать-то его можно только ночью,
попробую и пробовать только один раз. А значит, я потрачу время на фарм самого трофея. Минус 3 часа жизни, плюс трофей. И купил вот такой кубик за 5 платины. Сгладил поверхность возле данжа скелетрона и, увеличив грибной биом, построил там домик для трюфеля, который придет только в хардмоде. Плюс решил заранее построить ферму трюфельных червей, чтобы не париться о них потом. Объясню мега просто. Прямоугольник, где в центре есть линия. На ней могут спавниться мобы, а вокруг открытое пространство для максимального спаунрейта. Также можете поставить и водяную свечу, которая еще увеличит спаунрейт. Можно еще и джунгли, но это уже перебор. И примерно 16 декабря зашел пофармить подарки, но в АФК, разумеется, на моей ферме пауков, где получил бешеное количество, а точнее 1500 подарков. И получил весь возможный лут, включая костюмы. И оставив на запас 120 штук, положил их в один сундук с хэллоуинскими мешочками. Кстати, с Хэллоуина я уже выбил все вещи. А теперь отвечаю на один из самых интересных вопросов. Как поставить станции крафта друг на друга? Раз телепорт, два телепорт, станция крафта. Но будьте осторожны. Ломая одну крафт-станцию, ломается все вокруг. Одно неверное движение и ГГ. А если вы хотите построить один в один, как у меня, просто оставлю ссылку в описании. Там будет мой пост на бусте с бесплатным роликом. Посмотреть вы его можете без подписки. А еще однажды я зашел перековываться к гоблину и случайно нажал на комод, где оказалось, что я могу менять скин. Сказать, что я удивлен, ничего не сказать. Если что, у меня где-то 1500 часов в террарии. И после такого шока побежал строить ферму тыкв. Для чего? Не знаю. Для еды. И чтоб призывалку события в хардмоде сделать. В любом случае она была бы построена, только позже. Расставил активаторы и провода, посадил тыквы, ферма готова. И поскольку многие писали про ферму фруктов жизни, я ее построил. Причем не маленького размера, а огромного. Потратил на нее около 4 часов. И работает она прямо как тыквенная ферма. Активаторы, провода, рычаг, блоки исчезают, все падает. Но потратил я на все эти активаторы с проводами 27 платин. А нафармил я их, если что, на своих фермах. Кстати, если вы хотите скачать мир, персонажа, побегать по миру, посмотреть все достопримечательности, можете просто тыкнуть на ссылку в описании. Там Google документ, а там еще одна ссылочка, где я все объясняю. А теперь ферма, которую я ни разу нигде не видел. Ферма данжа скелетрона. Сейчас она мне не нужна, но в хардмоде очень даже понадобится. И строить, если что, ее можно где угодно. Это я решил построить ее в данже скелетрона. Раскапываем прямоугольник и убираем все блоки и стены внутри него. Только блоки и стены не выбрасываем, поскольку они нам очень сильно понадобятся. Но для начала мы должны сделать небольшую линию посередине, на которой мы будем ориентироваться. А теперь крафтим стены данжа и кидаем их в шиммер, чтобы на них могли спавниться мобы. Делаем туда телепорт, и вот такой результат должен у вас получиться. Только не забудьте снизу разлить лаву. И привет, армия древних, которым мне нужно пофармить для трофея темного мага. И спустя 6 или 7 попыток, наконец-то его выбиваю. Ставлю трофейчик и уже спокойно прогружаю бестиарий статуями. И отдельно поставил себе 2 статуи, чтобы пофармить, что из них падает. Но вот из моба порчи, гниль, теневые сеты, всякие оружки. Но прикол-то в том, что теневую броню можно кинуть в шиммер и получить ту, которая крафтится из руды, которая спавнится в порче. Но порчу до хардмода не получить никаким образом. Ну, разве что в хардмоде. Как же фармить стражей данжа? На это есть гайд вот тут. Объяснять это займет 20 минут. Но суть такова. Строим философский камень на уровне там, где появляются стражи данжа. Но для начала мы ищем в таблице Fake New Chest 2, чтобы фармить через него. Его код в таблице, если что, CG35. И так как получить его в руки никак нельзя, нам нужно получить его именно философским камнем. А действие, если что, происходит уже в другом мире и с другого персонажа. Так что ничего не подумайте. Суть механизма в том, что вы не получаете контактный урон во время того, как наводитесь на Fake New Chest 2. А из-за того, что мы находимся на маунте пчелы, наша скорость разгоняется до бесконечности. Как и урон чего? Правильно, турнирного копья, урон которого зависит от скорости персонажа. Как я первый в мире создам горный биом говна и скаловых масс молтера? Как я устроил куче популярных ютуберов экскурсию по моему миру? Что они оставили после себя? Как Играриум отпраздновал свой день рождения в моем мире? И самое главное, для чего я полностью снес джунгли? Все это вы узнаете чуть позже, а я начинаю. Я не хочу рассказывать, как я долго и нудно сносил джунгли. По чуть-чуть буду про это говорить, но между строк. А пока я целый месяц реального времени их сношу, сразу поясню за день рождения Играриума. И хоть я с ним познакомился недавно, я узнал то, что даже вне ютуба, и как на самом ютубе, он очень крутой, добрый, позитивный челик. Так еще и как оказалось, когда я звал его на обход, он говорил, что у него есть дела, и он занят. Но в итоге он зашел, и вот что произошло в конце обхода с ним. Да, у меня еще сегодня день рождения, поэтому О, серьезно? Да. Подожди! Королевское лакомство, вот. Тебе. И сейчас я подарочек еще один подарю. Тебе 2 подарочка. Поздравляю с днем рождения. Желаю счастья. Спасибо большое.
Попал на такую вот дату. Нифига. Кто же знал, что у него день рождения? Но можете написать ему в комментариях добрых слов, поздравить с прошедшим, а я это буду ему скидывать. Кстати, джунгли уже полностью снесены. Минус месяц моей жизни, зато осталось только закрыть дыры. А пока их закрываю, расскажу про обход. А, и подсказка на видос справа сверху, так что потом можешь его зыркнуть. Так вот, когда, по моему мнению, мой дохардмодный мир выглядел уже готовым, я захотел заколлабить вообще со всеми, кого знал. И если все премьеры отзывались отлично, жестко рофлили или хотели украсть себе постройки как Молтер... В смысле? Ехал. Братан, я ща, погоди, меня телепортнут. Телепортнут. Ща, 10 секунд. 10 секунд, подожди. Телепортнут его сейчас. Так, я телепортировался домой. Подожди. То кто-то, а точнее Иска, начал критиковать постройки. Я вообще не ожидал такого услышать. Это, я так понимаю, бассейн? Вопросик, а лестница там зачем? Я так захотел. Логического объяснения не будет. Просто я когда дом строю, я еще стараюсь думать с логической стороны, то есть... Но это раскрыло мне глаза. И с того момента я хочу довести до совершенства мой дохардмодный мир. Чтобы он был настолько хорош, что Иска не смог больше к нему прицепиться. И работы, как вы понимаете, мне предстоит очень много. Но дыры в джунглях уже закрыты, и я начинаю накидывать ландшафт, чтобы получились вулканы или горы. Думайте, как хотите. Кстати, я уверен, вам интересно, что ютуберы оставили после себя. Я об этом тогда позаботился и попросил их оставить таблички, чтобы они что-то на них написали. У меня на бусте уже есть платный видосик, где я их обозреваю. Но если на этом ролике будет 500 плюс лайков, я открою его и оставлю ссылку в описании. Так что дерзайте. Тем временем, как только я закончил ландшафт, я сразу же пошел спрашивать у подписчиков в моем дискорд сервере, как он им, понравился он или нет. И оказалось, он никому не понравился. Я удивился, но потом я понял то, что он и мне не очень нравится. Поэтому я пошел его сносить. И как только я начал строить новый, я сразу же снова им поделился в дискорде. И тут мне дали уже положительные отзывы, поэтому я продолжил его делать. А пока я обновляю ландшафт, вам, наверное, стоит пояснить закал Молтера. Видите ли, я до него в своем мире про такую механику фарма блоков даже не вспоминал. А он, получается, первый, кто насрал в моем мире. Вот я и решил пофармить такие блоки сам и смешать скалом Молтера. Поэтому в конце видоса я построю биом говна, в который добавлю таблички с каждым человеком из моего дискорд сервера. Итак, ландшафт полностью закончен. Центр я оставил чистым, чтобы там реализовать мою задумку. И я могу начинать. Нашел я вот такой референс огромной статуи. И решил, что именно это я и хочу построить. А то как мне еще удивить тебя, зрителя, чтобы ты вряд ли у кого-то в летсплее это увидел. Статую я эту дострою уже в конце видоса. И там будет интересный бонус, так что советую досмотреть до конца. А пока я ее строю, предлагаю оценить мой эксклюзивный нахуй во всем мире биом говна из симбиоза моих какашек с какашками Молтера. Это, кстати, безумно абсурдно. Поэтому мне это очень нравится. Ну и у кого еще в мире было 3248 какашек или сколько там, мне лень смотреть на футаж. Предлагаю за это, кстати, поставить лайк. Как я и обещал, на табличках ники людей с моего дискорд сервера, а в самом центре Великий Херайт. Самый главный клоун. А я перехожу к огромной статуе в центре джунглей, которую я закончил. Как же топово она выглядит. Правда, пришлось внести пару изменений в силу того, что в некоторых местах автор сделал кринжово. Но сейчас мне все очень нравится, так что задекорить ближайшую территорию уже не будет проблемой. Готовый результат! Так что можете написать в комментариях, насколько это круто, или обосрать. Не знаю, ваше мнение. Я провел в своем дохардмодном мире почти год, и я понимаю, что не убить стену плоти почти на 300-м часу игры это очень странно. Зато я построил вообще все, что задумывал. Или... нет. На самом деле я совсем закончил, поэтому сейчас самое время переходить в хардмод. Ну! ГГ. Я не верю просто, что это случилось. Я реально не верю.
Вот мой мир и в хардмоде. Что-то заразилось багрянцем, что-то освещением. И теперь же, благодаря моей 300-часовой подготовке, я могу фармить вообще все, что угодно, причем не прилагая никаких усилий. А все благодаря тому, что у меня куча ферм, которые я сделал очень, очень заранее. Поэтому сейчас я пойду АФКшить, чтобы получить оружие получше, аксессуары с мимика, а уже потом отправлюсь добывать руды, алтари и так далее. Спокойной ночи. Я только заметил, что тут жезл раздора! Как вы понимаете, фарм прошел просто великолепно. Не слабо я так пофармил, но пришлось повозиться и чуть ли не перестроить ферму. Я из-за этого до 2 ночи просидел. Правда, я до сих пор не понимаю, почему спавнилось очень мало мимиков, что привело к тому, что у меня некоторых аксов очень мало. Но это все равно на фоне того, что я получил, никакая не проблема. Вы только посмотрите на количество сундуков с оружиями, аксессуарами, всем, что мне нужно. Ну а теперь, когда у меня есть какие-то базовые вещи, небольшие запасы, я могу себе позволить, во-первых, расширить склад, потому что мне его не хватает, а во-вторых, идти добывать всякие ресурсы, аксессуары, оружие, просто все. Я бы тебя Я ищу руды, я не ломал алтари. Я дал... Да блин, ну что за бред, я только баф. Очень рад адамантиту. Да, шотнул ты, конечно, братан. Где паллади здесь? Вообще я не понимаю просто. На самом деле я немного преувеличил. Все оказалось проще, чем могло показаться на первый взгляд. Однако это все равно было очень интересно, потому что я впервые за долгое время действительно играл в террарию, а не просто строил или реализовывал какие-то проекты. А помимо основного продвижения, я сделал несколько, можно сказать, сайд-квестов. Например, я купил у Дриады горшки для огнецветов, которых мне не хватало, нашел мага и к тому же обнаружил, что моя и без того небольшая пустыня заражена освещением. Неприятно, конечно. Но теперь, когда я вроде бы рассказал обо всем, что произошло, можно перейти к основному прохождению. Для начала я собрал все 3 вида руды с небольшим запасом. В моем случае это палладий, орехалка и адамантит. Потом я скрафтил адамантитовый сет и сделал перчатку титана, объединив перчатку силы и звериные когти. Также я поафкашил на своей фармилке святого биома и сделал себе крылья из эссенции цвета, падающих с виверн, и пыли фей. После чего я отправился фармить кровавую луну, чтобы получить бананаранг с клоуна. Возможно, это покажется странным выбором, но я никогда с ним не играл, поэтому я решил, что надо попробовать. А в то же время я носил с собой меч и косу с мимика. Они оказались отличным оружием, потому что меч хорошо пробивал врагов, и отбрасывание у него огромное, а коса была идеальной для файта с кучей мобов. Однако под конец я в итоге остановился на бананаранге и косе, потому что, я так чувствую. Кроме того, я решил перестроить склад, потому что этого мне уже не хватает. А вот новый стал значительно больше. Внизу я разместил ресурсы, которые мне либо некуда положить, либо они с историей, а сверху разделил все по вот такой справочке. И не думайте, что я псих. Предметы с историей это, по моему мнению, вот, допустим, кирка, с которой я пробегал весь до хардмод. Также, если вы думаете, что на этом перестройка закончилась, то вы глубоко ошибаетесь, потому что я сидел до 3 ночи, перетаскивая вещи и переименовывая сундуки. Это оказалось сложнее, чем кажется на первый взгляд, особенно учитывая, что слева у меня всегда что-то строительное, а справа нет. И это все еще по приоритетам, короче, вы поняли. Плюс во время стройки я обнаружил, что могу скрафтить сумку для ее. Для нее нужен противовес и вот такая перчаточка, которую я купил, пока фармил руды. Противовесы, если что, у меня были с самого до хардмода, я их еще тогда купил. Поэтому плюс сумка для ее. Но помимо всего этого, я улучшил шлем ночного видения до ультра яркого шлема и перековал оружие с аксессуарами. Правда, денег ушло немало, было 30 платины, а стало 20. Но оно того стоило, ибо иметь фулл сноровку на боссов точно того стоит, потому что мастер-мод, как мы знаем, ошибок не прощает. Это идеальный летсплей, и именно поэтому я хочу в этой серии полностью очистить мир. Помимо этого я расскажу, каких боссов я убил, что я в общем сделал с прошлой серии, которая была почти месяц назад, и просто расскажу по мелочам, что я сделал. Но для начала вообще здорово. Хочу напомнить, что я снимаю не только терку, поэтому можете глянуть на канале. И все, перехожу к ролику, не отвлекаю. Итак, первой стадией моего плана «Субботник» стала подготовка к убийству всех мехов. В прошлой серии я заранее подготовил себе снарягу на воина, поэтому было решено не мудрить с классами, и я пошел самым сложным путем. А именно решил убивать мехов за воина, то есть за класс, который вообще для этого не предназначен. Может быть, я не прав, можете осудить меня в комментариях, но честно, я его
Да, мне отключили монетизацию, я теперь так могу говорить. Кстати, хочу напомнить, что стимпанкер приходит не после убийства 3 мехов, а 1. То есть, если вы хотите очистить мир заранее, то вам не нужно убивать 3 мехов, вам достаточно убить 1. Но я решил сразу 3, потому что после этого у меня есть кое-какая идейка. Поэтому я начал готовиться и с первой попытки никого не убил. Да, я знаю, что они легкие, но поверьте, когда ты 300 часов играешь в The Hard Mode, ты уже забываешь, что сложно, что легко. Для тебя уже все легко. Но мехи на мастере — это жесть. У них реально статы прям супер бафнуты. Я хз, что с ними делать. Просто если вы не шарите, то мастер — это сломанный баланс. То есть для игрока фатально каждая иголочка, вообще каждая ошибка. То есть на мастере вообще играть не надо. Если вы кайфуете и хотите играть нормально, эксперт. Но это мое гигантское прохождение, и поэтому здесь мастер. Чтобы как бы подольше длилось, чтобы я больше времени там на боссов потратил. Ну, вы понимаете. И именно поэтому из-за своей ошибки, когда я поставил мастер, я сначала не смог убить мехов. Поэтому я решил пойти подготовиться, и как гигачат взял сильную еду, дефолтный баф регена скорости, а также защиты, и резко пошел порыбачить, чтобы получить разного рода лут, а также 2 часов для скипа дня и ночи, одни из которых можно получить, если кинуть обычную версию в шиммер. И вместо того, чтобы пойти убивать мехов, после вот всего этого сетапа, я пошел фармить освещенный биом. И если честно, я сам не знаю, нафига я это пошел делать. Я даже дефать себя из прошлого не хочу. Но выбив маунт единорога, я, видимо, прозрел, потому что я пошел на близнецов. Но запись босс-файта с близнецами и остальными мехами уже утеряна, ибо у меня сломался диск. Я чудом вытащил оттуда остальные записи, то есть где-то 90%, но, к сожалению, некоторых у меня все же больше нет, и я их никак не смогу восстановить. Сори за такие костыли, зато по делу. Кстати, в процессе убийства мехов я нафармил фруктов жизни на своей гигантской ферме, сделал новый меч, новую вагонетку, а также святой сет. После чего я решил по приколу заапгрейдить перчатку, но для этого мне нужен был кастет. Он падает с багряных мимиков, которых можно встретить в биоме заражения, либо заспавнить вручную при помощи ключей. Сначала я их фармил при помощи ключей, но когда потратил все свои эссенции и в отчаянии пошел на ферму мобов, мне подвернулась удача, благодаря чему у меня теперь вот такая перчаточка. Плюс немного исправил ферму, которую мне еще предстоит переделать. А еще мне предстояло не переделать, а почистить ферму фруктов жизни, что я и сделал, и даже добавил конвейеров. Согласитесь, так намного лучше. Ну а теперь, после традиционного апгрейда аксов, перековки и крафта истинной грани ночи с киркопилом, можно переходить к главной цели серии, а именно к полному очищению заражения. И помните, что я до этого говорил, что убью еще босса? Так вот, Плантера здесь. После ее первого убийства заражение замедляется в 2 раза, что мне только на руку. Поэтому я так и сделал. И убил. И, во-первых, да, 4 босса за серию идеального летсплея, а во-вторых, я удивился, что легко ее убил, потому что до этого у меня всегда это давалось тяжело. Что ж, странно, но она все же побеждена. Можно идти копать хлорофит, а я трачу последние деньги на очиститель и кучу очистительного раствора. Если вы думаете, что прямо сейчас я буду просто везде бегать и все очищать, то вы ошибаетесь, потому что как раз этот момент у меня и был продуман заранее. Он заключается в том, чтобы бурить все места, где есть багрянцы освещения, туннелями 2 на 2, и уже после того, как они будут готовы, пролететь их с очистителем. Начал я с очищения ледяного биома, потому что там у меня стоял пилон, который я никак не мог использовать из-за заражения. Я очень долго бурил этот зимний биом, так и сяк, но в итоге зимний биом был готов к очистке. Очищение происходило очень долго, но в итоге большая часть заражения уже была убрана. И можно было переходить дальше, а именно к нижней части. К счастью, я еще давным-давно продумал систему, которая полностью отделяет почти все биомы друг от друга. И в случае заражения одного, оно не перейдет на другой. Так и произошло. 2 багрянца были изолированы, но 2 маленьких кусочка из них выходило. Это произошло из-за убийства мною там стенки, после смерти которой огромной буквой В спавнится заражение. Но, как мы помним, верхняя часть, которая как раз-таки уже отделена от мира, полностью очищена. Поэтому у меня осталось 3 проблемы. 2 маленьких и 1 большая. Я не буду рассказывать, как я долго копал и очищал, но просто со старания поддержите видос активом. А я перехожу к результату. Да, у меня осталось 2 багрянца, но они изолированы. Поэтому с их очисткой я могу не торопиться. А вот с освещением ситуация иная. Мало того, что оно уже захватывает джунгли, оно еще и подпортило мне ситуацию под моей базой. Поэтому с этого куска я и начал. Снова копаю, снова очищаю, готово. Ну а теперь самый огромный кусок освещения тоже очищен. Как и маленький, который начинал заражать джунгли. Как же я тогда задолбался копать и очищать, это не передать словами. Ну и раз осталось только 2 багрянца, можно, во-первых, почистить остров, а во-вторых, пофармить денег, потому что у меня их уже нема. Да, вы можете сказать, что я могу сходить на ферму мобов, но она временно приостановила свою работу.
работу. Поэтому мне пришлось выкручиваться и убивать 50 мимиков. Да, именно 50, потому что первые 26 мне нужны были для знамени, а остальные 24 для фарма уже со знаменем. Такой способ фарма денег очень хорош. Правда, для этого у вас должно заваляться 2500 эссенций света в сундуке. Теперь, попродавав все, что с них выпало, у меня уже было побольше денег. И я отправился делать, как я думал в тот момент, последний рывок. Поэтому я специально оставил несколько блоков заражения дома и очистил оставшиеся багрянцы. Но тогда я и не мог подумать, что произойдет дальше. Потому что когда я позвал рандомного саба со своего ДСа, чтобы он очистил последние блоки, произошло это. В противном случае ты был кикнут. А ты должен к дране где подойти, ты должен к дране ачивка? подойти. А И на статус нажать. Что, мне нажимать типа тебе? 1%? Да, оказалось, что где-то остался последний процент освещения и багрянца. Но я строго решил, что найду их и получу ачивку за полное очищение мира. Поэтому, полазив по миру при помощи сайта TerraMap с фильтром на очищение и багрянец, мной были найдены эти двое. Один был под лавой, видимо, упал, когда я копал туннель, а второй прямо в обсидиановом здании в аду. Как вы понимаете, они были очищены, и я все же получил ачивку, ради которой все это делалось. И чтобы вы не подумали, что я там зря позвал подписчика или что-то такое, он не обиделся. У меня есть его ДС, и я его звал, но там что-то был занят, короче, лоханулся ты. Но самое забавное в этом то, что мой план «Субботник» был реализован именно в субботу, поэтому субботник реально оказался субботником. Знаете, когда недавно я строил лучшую ферму денег в террарии, 30 платины за 15 или 10 минут, и это даже не максимум, это вылилось в идею построить вообще все фермы, которые мне могут понадобиться, чтобы потом к этому никогда не возвращаться. Спойлер, мне все равно придется это делать. Она работает! 7 часов ушло, я задолбался это строить. Здорово, начну я, пожалуй, видос с мини-моментиков того, что я сделал. Фарм, акции, мини-постройки, а дальше уже перейдем как бы к проектам побольше. В том числе и к лучшей ферме денег. Ну и, во-первых, так как мир у меня весь был в дырках благодаря полной очистке мира, я сразу это все пошел закрывать. Намного лучше, и еще я сделал это очень быстро, чего не ожидал. Позже фарманул кровавую луну, а также солнечное затмение. И, кстати, впервые. А вы знаете, что каждый получает после солнечного затмения? Сломанные мечи героя Сматрона. Они нужны для очень имбового оружия, террамеча. Это меч, который позволяет косить миллиард мобов, просто зажав кнопку, даже не целясь. Еще он дает наклык вплоть до Мунлорда, а также многими считается лучшим в игре. Конечно же, после Зенита. Поэтому, как только я выбил первые два меча героя, который ждал целую вечность, я сделал туалеты, которые у меня тут будут стоять на память, и вы можете даже за это лайк поставить. А также подписаться за то, что это первая серия летсплея с новым микрофоном. А знаете, где еще много нового? Правильно, в данже Скелетрона после убийства Плантеры. А вы про что подумали? К слову, я просто офигел, насколько эффективна эта ферма. И одновременно от того, насколько она проста. Выкапываешь прямоугольник, добываешь так блоки данжа, потом крафтишь из них стенки, кидаешь их в шиммер, делаешь линию, ставишь стенки. Готово. Очень имбовая ферма. Хз, что бы я без нее делал. Поэтому, как говорится, чем глубже в лес, тем подписывайся на мой телеграм, дискорд и все остальное по ссылкам в описании. Там ты сможешь пообщаться со мной и еще можешь донатить на буст. Все, не отвлекаю. Честно. Кроме того, так как эту ферму построил я могу сам сказать, что она неплоха. Даже при том, что иногда какой-то рандомный даун может кастануть атаку, и ты умрешь. Но я считаю, что строить какую-то более хорошую ферму для фарма данжа Скелетрона вообще не стоит. Это как минимум пустая трата времени. А в данж, напоминаю, пришел я за аксами и оружием, которые здесь падают. А заодно обновил перчатку до огненной, потому что этот камень магмы лежал у меня целую вечность. И теперь я вместо щита Ктулху буду носить снаряжение ниндзя, потому что щит просто дает рывок, а снаряжение ниндзя еще и шанс увернуться. Как по мне, намного выгодней. Ну и теперь, когда я немного обновил аксы, я пошел покопать немного хлорофита и выбить меч сломанного героя. Снова. И благодаря этому террамеч у меня. И как только я пошел его перековывать, я жестко просчитался, потому что я потратил 30 платины на говноперековку террамеча. В общем, проблему надо было решать. И поэтому я вместо фарма на лоховской дефолтной ферме пошел построить домик в биоме освещения. Ой, блядь, что? Короче, я пошел строить лучшую ферму денег в игре. Запись ее постройки длится у меня 7 часов. Это так, просто решил постфактум добавить. Первое, что мне нужно было сделать для ее постройки, это выкопать большую область на уровне пещер. Плюс-минус 100 по вертикали и плюс-минус 100 по горизонтали.
поехали. В центре строится вот такая конструкция, где снизу пауки спавнятся, тэпаются ближе ко мне, подбирают монеты, которые я бросаю, и пока ничего. Надо достроить вторую часть. Поэтому через 500 блоков направо я сделал такую же область, но тут конструкция иная. Она уже нужна для более удобного фарма. И чтобы вам дальше сейчас понять, о чем будет идти речь, мне нужно объяснить вам механику. Если моб подбирает монету, он не диспавнится. И если он будет далеко от вас, то еще и отхилится. Но не на фул, наполовину. Поэтому кидаем кучу монет, ждем примерно 40 пауков, и благодаря тому, что мы по таймеру тэпаемся туда-сюда, мобы хилятся. И мы бьем их бесконечно. Но в чем фарм? Ты же их не убиваешь, верно? Я специально для этого подготовил интересный аксессуар с пиратов. Золотая монета. При ее помощи, когда ты бьешь мобов, выпадают монеты. И если в обычном случае это ничего такого особенного, и это вообще говно, то вот когда 40 мобов в одном, и у тебя гигантская скорость ударов, ситуация кардинально меняется. А особенно, если ты тэпаешься туда-сюда, и они постоянно хилятся. Ты понял, да? Это бесконечная ферма денег, на которой ты получаешь миллиард платины в секунду. Это если, конечно, ее разогнать, а я пока так не могу. Но знаете, 30 платины за 15 минут мне хватит с головой. А если я постою часик или больше? Что если оставлю на ночь? Короче, я очень доволен. Но эти 7 часов длились бы еще больше, может, достигли бы и 10, если бы мне не помог мой хороший знакомый АФК. Он мне показал, что у этой фермы есть даже чертежи. И исправил меня в некоторых моментах, что очень сильно ускорило работу. Поэтому большое спасибо, если ты это смотришь. Ну и, наконец, ферма, можно сказать, закончена. Единственное, что я могу делать, так это улучшать свою снарягу для большего количества ударов в секунду. В конце видоса, кстати, я с этим еще поэкспериментирую, поэтому смотрите до конца. Но пока я использовал только лягушек. И даже при них имею вот такой вот неплохой доходик. Короче, если хотите пострадать хуйней, постройте. Я таким больше никогда в жизни заниматься не буду. А более подробно узнать вы про нее можете в вот этих двух гайдах. Один от Места, в нем все не так подробно, зато на русском. А второй от Англ Чела, который ее и создал. Там все в деталях, очень понятно и просто все объясняется. Ссылки я оставлю в описании. Чуть ниже ссылок на мои соцсети. Ну и вы же не думали, что это все? Потому что впереди у меня целый список ферм. Хоть и некоторые из них у меня уже готовы. Я бы даже сказал большинство. И давайте я сразу по ним пробегусь, и потом перейду к тем, которых у меня нет. Ферма синих грибов есть. Ферма мобов классическая есть. Мобы идут в вулканчик с лавой в большом пустом прямоугольнике, где снизу тоже лава. А еще там слева и справа дротики, чтобы мимики спавнились и агрились на вас. Они просто стояли и руинили спаунрейд. А если хотите там фармить жезл раздора, то просто сделайте все освещением, без багрянца. И там, где вы стоите, не должно быть фоновых стен. Тогда будут спавниться элементали, что вам и нужны. Ферма данжа Скелетрона есть, я уже ее объяснил. Ферма призывала Креброна есть, объяснение тут и не нужно. Ферма нашествий есть, но объясню, как она работает, я в конце ролика, потому что сейчас я слишком с этим затяну. Ферма фруктов жизни и бутонов есть, ферма цветов есть, а ферма хлорофита нет. Делается она очень просто. Раз в 40 блоков делается вот такая оптимальная формочка из грязи, где в центре ровно 2 блока хлорофита. Со временем он будет расти, и в день вы можете собирать так прилично, смотря насколько большую построите. Я сделал ее вот такой, потому что мне пока он сильно и не нужен. Ферма кристаллов нет, но кому она вообще нужна? И осталась только одна. Ферма порчи в мире с багрянцем, то есть всяких мобов порчи и пожирателя. Это я продумал давно, и специально для этого ферма тыкв превращается в биом порчи. Если у вас возник вопрос, откуда у меня семена порчи, если я никогда не захожу в другие миры, вот вам ответ. Дриада, кладбище, кровавая луна одновременно. На здоровье. Ну и теперь пожиратель миров повержен. А я имею сразу 2 акса на понижение урона. Прикольно, но вроде как бесполезно. Напишите ваши идеи по поводу того, что можно с ними собрать. А я перехожу к объяснению фермы нашествий. Вообще, такая вам не особо и нужна. Вы можете сделать вулканчик на равнине. Готово. Но если вы хотите сделать именно такую, то есть продуманную, то объясняю. Снизу пространство, чтобы призраки не могли нас задамажить, пока мы в нашей безопасной комнатке. Там я поставил вулканчики и дротики, которые я нашел в пещерах. И их с помощью проводов присоединил к таймерам, которые я врубаю из своей основной комнаты. Таймер — это, если что, механизмы, которые раз в какое-то время от секунды что-то активируют. И вообще к таймеру, который я тут поставил, чтобы его врубить, подключены не только нижние ловушки, но еще и верхние. То есть при его включении все ловушки начинают работать и бьют мобов, которые у вас тут ходят. Сверху стоит куча статуй валунов, которые крафтятся на кладбище из камня. Они тоже падают по таймеру, но КД у них чуть побольше. А вот верхний блок, который можно отключить, уже поинтересней, потому что работает он на активаторах. Активаторы — это штуки, которые продаются у механика, и с помощью них можно отключать и включать блоки. Если более просто, то штуки, которые отключают и включают блоки. Но к ним нужно провести провод и то, чем вы будете их активировать. К примеру, рычаг. Провели провода, поставили рычаг, отключили блоки, включили блоки. Молодец! Ты узнал, насколько сложно в террарии работают механизмы.
Здорово, это уже я из настоящего времени, и мой план на последнюю серию, то есть эту, убить всех последних боссов, собрать лучшую экипировку в игре и сделать какой-нибудь самый крутой проект. Ну а начать я решил с того, что пофармил события вроде тыквенной и морозной луны и так далее. Но я это, к сожалению, забыл записать. Сорян. И с изменений у меня теперь есть пара метел, так что думаю, не проблема. А далее я пошел убить голема. Но перед этим я открыл кучу подарков и зачистил ледяной легион. Да, для галочки, а подарки я даже не фармя, а просто накопил с Нового года. Теперь же меня ждала Empress of Light, а также Реброн. Ну и я пошел убивать Реброна, потому что крылышки у него прикольные и вообще кайфик. Это было не прям тяжело, но и не прям просто. Главное, что теперь он побежден. А на императрицу мой план был таков: просто уничтожить ее любым способом. В первой фазе есть единственная атака, которая меня может задамажить. Ой, вот это была ошибка. Пожалуйста! Не-не-не-не-не-не! О, нет! О, нет. Да уехать, да уехать, да уехать! Умри. Нет! Что? Это просто лаг. Женщина! Сосал! Императрица сюда! Не почухал, не почувствовал, легчайший. Что ж, все самое сложное позади. Остался последний шаг, чтобы закончить наше прохождение Terraria. Кстати, напоминаю, что я обещал, что буду делать в летсплее ваши идеи. Так вот, я это и так делал, а теперь на этом я еще и закончу летсплей. Ну, после убийства Лунара. Так вот, тот самый комментарий, который я выбрал, это... Построй огромный скибиди-туалет. Ну и я взялся за эту работу. И сделал все, как он просил. За это, думаю, можно и поставить лайк, а также за эту тупую интонацию. Кроме приколов, я сделал все, что хотел. Прям все. И хоть там есть коллекционная рутина, все такое, это уже тупо неинтересно. И я захотел убить Лунара. Поэтому, победив культиста с башнями, начался файт, который закончился моей победой. Потому что после той бешеной его попускать было вообще в кайф. Ну а у меня теперь есть мир, в котором осталась частичка меня и самая крутая история летсплея.